Если бы обновлением World of Tanks давали имена, то 9.8 подошло бы деликатес. Порция нововведений получилась небольшая, но эффектная. Новое игровое событие, новый способ приглашения во взвод, личные резервы, разделение клиента на две версии, и это только основное блюдо. Подробности смотрите в обзоре обновления. В игре появилось игровое событие «Превосходство». Здесь тоже надо стрелять по танкам. Вот и все, чем он похож на привычные форматы. Здесь совсем другие возможности и способы достичь победы. Бой идет на танках 10 уровня. Это специальные версии Т-110Е5, АМХ-50Б и Объекта-140. По параметрам они ничем не отличаются от прокачиваемых аналогов, но использовать их можно только для боев в превосходстве. Начислят эти танки всем автоматически, так что если думали брать не брать, есть шанс попробовать аппараты в бою и определиться. Сражение идет между двумя командами 15 на 15 или 10 на 10. Это зависит от карты. Выигрывает тот, кто наберет больше очков победы. Их дают за перемещение флага в зону доставки и уничтожение танков соперников. Если нужная сумма набегает досрочно, то бой заканчивается. Особую атмосферу в режиме создает то, что здесь не страшно погибать. Потому что через несколько секунд ты снова в этом же самом бою караешь и воздаешь. А все потому, что в превосходстве реализовано многократное возрождение после уничтожения танка в течение одного боя. Короче, гаражные бои. После уничтожения появляется меню, и есть 10 секунд, чтобы выбрать новый танк. После гибели машина будет недоступна 30 секунд. На поле боя танк появляется с полным запасом прочности и боекомплектом, а также снаряжением. Каким оно будет, зависит от игрока. Все настраивается и выбирается перед боем в ангаре, как обычно. Пока идет бой, количество возрождений не ограничено. На карте расположено несколько точек ремонта техники и пополнения снаряжения. Это добавляет интриги. Почти добитый танк может внезапно воспрянуть из пепла, прямо как Феникс. Для этого достаточно заехать внутрь желтого круга, отмеченного на миникарте особой иконкой, и подождать 5 секунд. Главное, не получить за это время урон и не выехать за линию. Должна пройти 1 минута, прежде чем игрок сможет воспользоваться этой же точкой еще раз. А так, одновременно в одном и том же месте могут латать дыры сразу несколько машин, вражеских или союзных, без разницы. Их количество ограничено только вместимостью круга. Игровое событие «Превосходство» выйдет 28 мая. Ждите новостей. Далее в обзоре разделение клиента на HD и SD-версию. Кому нужно такое качество? Личные резервы, возможности кланов каждому, динамические взводы, победа своими руками. Кроме заметных изменений в обновлении 9.8 внесено и много небольших. Добавлены ленты боевой эффективности, отмечающие результативные действия игрока в процессе боя. Внесены правки и уточнения во многие личные боевые задачи. Для всех мелкокалиберных автоматических пушек и пулеметов дальность полета снаряда выросла до 400 метров. Перебалансировано множество разных танков. Например, ИС-7 уменьшили разброс орудия при движении, а также время прицеливания. САУ Conqueror Gun Carriage был увеличен разброс орудия и время сведения. Больше подробностей читайте в патч-ноуте обновления. Для укрепрайонов 5-7 уровня стали доступны битвы за укрепрайон на танках 8 уровня. Карта Камарин убрана из случайных боев. Много танков переработано в HD качество. В установщик клиента и в лончер добавлена возможность выбрать HD или SD-версию клиента. HD-версия отличается повышенным качеством текстур, и поэтому она больше по объему. Если железо не позволяет играть на максимальных настройках, то лучше выбрать более компактную SD-версию. Дальше мы расскажем о динамических взводах, что это и как они изменят игру, а также о личных резервах. Итак, динамические взводы. В принципе, это тот же отряд из 2-3 человек, только формируется он немного по-другому. Представьте, что вы в бою. Осталась пара союзников, надвигаются превосходящие силы противника. В обычной ситуации это почти всегда поражение. Но теперь вы можете прямо во время схватки объединиться во взвод, начать общаться в голосовом чате, действовать слаженно и разгромить превосходящие, но неорганизованные силы одиночек. Не обязательно доводить дело до критической ситуации. В самом начале боя объединяться тоже никто не запрещает. Особенно это эффективно, если вы действуете на одном направлении или играете одним классом, например, на артиллерии или легких танках.
Возможность доступна, как только начинается отчет. Просто нажимаете на ник игрока и приглашаете его в формирование. Он может принять или отклонить запрос. После боя взвод не распускается, так что если почувствуете, что нашли настоящих боевых товарищей, сможете играть вместе и дальше. Теперь о личных резервах. Это расходники. Если их активировать, то какое-то время будет начисляться больше опыта или свободного опыта за бой. В принципе, то же самое, что и резервы, которые производят кланы в укрепрайонах, только личные, действуют на одного человека. Чтобы получить личные резервы, надо выполнить специальные боевые задачи в случайных боях. Важно запомнить, у них есть срок годности, он указан в описании. Меню активации личных резервов в шапке ангара. На этом все. Удачи в бою!